Значит, сегодня мы обсуждаем ваш дом загородный, который, мне кажется, связан с предыдущим творчеством. То есть вот виден ваш почерк в нем, в то же время видны некоторые новые черты, которые я, например, не встречала раньше, и интересно будет сейчас Всегда очень поговорить. так тяжело слышать новые черты, да, когда знаешь, что этому зданию уже как минимум лет 6 от рождения. Ну, от эскиза, да? Здание же рождается, когда появляется эскиз, да, Ну, дальше. да. И тем не менее. Вот. Ну вот начнем прямо с Адама. Вы его как-то назвали для себя? Как мы его будем называть? Называется Кулхаус. 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 Ну, такая... Клевый дом. Да, аллюзия, хотя на самом деле это не несколько букв из фамилии заказчика. Потому что у него я пока не получил разрешения поименовать дом его именем. Хотя пытаюсь эту моду ввести, да, то есть уже 2 особняка у нас имеют дома, имена собственные по имени, по фамилиям хозяев. И это правильно. Скажем так, на современную русскую усадьбу не тянет по объему, да, потому что там участок довольно скромный, сам дом небольшой, но тем не менее как бы все основные параметры здесь есть, да. Это центральная часть, ну, вот мы видим ее. Вот это гостиная, то есть общественная часть этого здания. Есть гараж, но есть как бы жилая, развлекательная, все как должно быть. Спортивно-оздоровительная. Вот такая небольшая баня с небольшой купелью. Так, значит, это у нас общественное. Там по-другому расположить было нельзя, да, поскольку обычно я стараюсь наоборот, да, на въезд обращать технические помещения и технологические. Но здесь, поскольку поселок уже довольно здорово обжит, и соседние дома уже были реализованы, либо строились. То есть нужно было учитывать, да, и делать так, чтобы у нас все-таки хоть какая-то иллюзия приватности во дворе осталась. Ну да, то есть нужно относительно этих домов. Да, и поскольку в поселке хорошая инфраструктура, они не экономили на дорогах, и нет паранойи там с заборами 4-метровыми, то решили, что мы наоборот откроемся в сторону улицы. И поэтому у нас визуально от дома до дома там почти 100 метров. Это много. А можно я еще такой вопрос задам попутно? Вот, не видите ли вы вообще возникновение новой тенденции, то есть ставить все-таки дом неким парадным фасадом на улицу? Ведь это вообще-то, по идее, хорошо и красиво, когда дома выходят своей самой красотой, да, на улицу, и человек, который идет по этой улице, он еще и наслаждается вот как бы парадными фасадами, а не вот такими тенденции закрытыми. такой нет. Во-первых, парадный вход на сегодняшний день у дома как таковой отсутствует, потому что какой из них парадный? Тот, которым чаще всего пользуются жители, да? Но если я въезжаю на автомобиле и прохожу через гардероб сразу в дом, да, то я этим входом не пользуюсь. Это вроде как для гостей, да. Когда я нахожусь в доме, я на территорию выхожу там из гостиной, не знаю, из своей комнаты, из бани, откуда угодно, да? Да, поэтому считай, что какой-то из них парадный, это... Но я даже не столько про вход говорила, сколько про сам фасад, вот, так сказать, обычно наиболее красивый, тот, который и открытый, да? Ну, вот. Нет, ну мы же не будем говорить, что даже если я как бы разворачиваюсь технологическими помещениями в сторону подъезда, да, он все равно должен быть красивым, да, потому что, ну как, мы же обои же мы же клеим за шкафом, правильно? Независимо от того, будем мы этот шкаф двигать или нет. Поэтому на заднем фасаде, там, либо на второстепенном, как бы экономить нам не стоит. Ну, я поняла, значит, Вот. пока нет. А вопрос того, нужен парадный вход или не нужен, да, это вопрос к заказчику и необходимости репрезентативной функции дома. Иногда это нужно, да. Ну, бывают люди, которые говорят в задании, да, ко мне будут приезжать партнеры, там, либо гости, с которыми я буду вести переговоры. Для меня важно, чтобы дом был да. Ну, как усадьба Трубникова, да. То есть там подъезд, да, сразу говорит все. Ну да, понятно. И там эта задача решалась. Здесь нет, мне нужно было создать как бы камерное настроение, прежде всего, для жителей этого дома. А у нас вообще-то дорога вот здесь? Да. Дорога здесь. То есть это мы вот сейчас смотрим. Это как раз главный фасад. А вот он как раз и получился таким. Ну, это не главный вход.
Это Да, главный я поняла, фасад, это что не это. главный вход. Я поняла, да. Но тем не менее, а вот да, архитектурно он как раз такой Ну, репрезентативный. еще и функционально, да, когда стараешься отдать большую часть территории для нужд семьи, а не посторонних прохожих, да, то, делая компоновку, приходится смещать главный вход немножко в сторону, да, чтобы он не мешал. Даже здесь это решено, да, у нас дорога идет вдоль забора, да, вот, мы немножко фланкируем территорию, но тем не менее она не мешает. Да, и Ну да. вот эта часть, да, основная, там, Ну 90% да. территории используется здесь. А по сторонам света оно как-то... Не имеет значения. Здесь, Не имеет. здесь получилось, что это почти юг, там под небольшим углом. Но, в принципе, я считаю, что стороны света в гораздо меньшей степени важны, чем правильное расположение с учетом согласна. интеграции ландшафта в Согласна, интерьер, в да. дом вообще. Потому что плюсы есть и у юга, и у севера, скажем так. У юга нет никаких плюсов вообще, никогда. Да ну. Да, это всегда А бред. солнце. Ну, оно же- Солнце, значит, зимой у вас, если, не дай бог, солнечная зима, не вот такое, как в этом году, у вас пробивает здание насквозь целый день, да, и вы не в состоянии находиться в помещении. Ну, фактически, да, работать невозможно, слишком ярко, пересвет. Ну да, пересвет. Значит, работать за компьютером невозможно, пересвет. Ну, готовить на кухне можно, да, помыть посуду. Посидеть на терраске, да. Значит, все. Пересвет и перегрев, на самом Знаешь, вот деле. интересно. Летом происходит Да, то есть то же это- самое. Если у вас нет пятиметрового Навеса, навеса да. над террасой, да, то находиться на ней очень сложно. Именно поэтому здесь терраса основная не на южной стороне, да, а на западной. Ну, запад понятно, там закатное И опять же солнце, очень большой красиво. свет, да, и пергола, которые хоть как-то позволяют ее сделать обитаемой именно летом. Да, Потому что да. солнце жарит очень сложно. Да, понятно. Вот. Для художника это вообще беда. Да, только северный свет. Ему только северный, конечно. Поэтому юг. Юг-то хорошо в низких широтах. Дом достаточно скромный. Ну, При том, что здесь 4 спальни, да, тоже важно. на 400 метров, это неплохое достижение. Плюс еще и гараж все входит в эту же площадь. То есть реально площадь дома где-то около 310. А они на втором этаже или? Нет, одноэтажное здание. Ну даже одноэтажное? Здание одноэтажное. Потому что он смотрится все-таки довольно таким монументальным. Это как раз прием, с помощью которого можно на здании, которому, в принципе, наверное, скатная кровля была бы не нужна, да? Скат позволяет дифференцировать объем. Да? То есть у нас выделяется главный элемент гостиной, да? За счет того, что конька здесь нет, да? Приподнятый срез верхний, да, он дает объем. Ну, Но это гостиная. Да. Это он приподнятый, да? Потому что даже это не очень видно, мне кажется. Там очень скромный наклон. Небольшой. 5 градусов, да, Мгм. минимум. Именно для того, чтобы избежать излишней высоты. Для чего избежать? Избежать излишней высоты. Ну, если бы была бы десятка или пятнашка, да, то вот здесь было бы, не знаю, да, метров 8-9. А при достаточно скромной гостиной, да, и отсутствие второго этажа, второго света, ну, это явно излишне. Ну, а вот это зеленое, это медь? Да, Ну вот патинированная медь. выглядит очень, конечно, это все интересно и такое представление. Может быть, вы подробнее немножечко расскажете. Откуда образ взялся? Ну, откуда образ взялся? Я не Здесь очень просто помню. в разговоре с заказчиком, да, я не помню, в какой-то момент это проскочило, и фразу я не помню, да. Он хотел, чтобы дом был таким ярким, радостным, да, в том числе теплым, да. А как показать теплоту дома? Нужно дать какой-то холодный акцент. Ну, собственно говоря, вот с помощью такой яркой сине-зеленой меди, это такой бирюзовый медовый оттенок древесины, на мой взгляд, очень выгодно смотрится. А это лиственница, да? Или Нет, это все сосна. сосна? Она просто, тонированная таким теплым оттенком, да? Темный сланец, белая штукатурка. Все. Там есть в одном месте фрагмент. Ну, здесь много, да, это лишнее. 4-5 конечно. фрагмент уже. Ведь у вас действительно эти материалы, они как-то разговаривают друг с другом. Действительно, тут есть и контраст, и... В какой-то момент отвлекся и дал слабину. Не настоял. Обычно такие номера
не проходят, то вот здесь это случилось. Ну, да уж. Это не портит дом ни в коем случае. Опять же, там со временем там вырастет что-нибудь плетущееся. Да. На самом деле, когда ты там находишься, да, вот тактильные ощущения от такого богатства материала, они очень приятны. Это уже наш такой архитектурный снобизм, да. Ну да, что как бы Некоторые. мы хотим какого-то уже Да, такого. чистоты. Интересно, Хочется уже чистоты. построить и полностью белое здание. Значит, у нас с сланцем показан камин, да? И вот, Да, есть фрагменты, ну, на самом деле, такой тетрис на фасадах, да, просто чтобы материалы пересекались максимально затейливым способом. Ну, то есть, такое композиционное упражнение, в общем, ничего сложного не представляющее. А мы можем сказать, что все-таки это какая-то райтовская идея вот этих горизонталей? Не знаю, нет. Нет, все-таки вы думаете, что этого было много в частных домах? Но ведь частный коттедж, это же вот... Ну, опять же, знаете, какой вот рай, да, в Гарварде какого все периода, да, коттеджи- позднего его творчества, да, или раннего. Скорее раннего. Ну, мы все ранены райтом, да? Ну, все абсолютно архитекторы, особенно да. российские, да? Да, Поэтому в есть. какой-то степени, ну, наверное, здесь есть. Да? Ты же используешь те же композиционные принципы, да, которые использовал он. Да, вот эта балка, да, она же только для одной цели, абсолютно только для одной, чтобы у меня собралась трехчастность композиции. Ну, Да? То, что использовал Райт и любой хороший архитектор. Поэтому вопрос, это райтовская схема или нет? ну как любой. Или мисс Вандерова использовал смотрите. даже в его самых сухих работах, да, тот же принцип есть. Как только архитектор уходит от него, да, начинает сидеть. Нет, Любое подождите. хорошее архитектурное произведение, оно этому соответствует. Говорят, Да, горизонтали. Не, ну подождите, а все-таки трехчастность. коттеджи, Трехчастность. традиционные коттеджи, ну я не знаю, я вот Какие когда в традиционные? Гарвард приехала в Америке и смотрю, там вот профессора живут, и вот у них там коттеджики такие, двускатная крыша, какие-то такие вот рюшечки, то есть очень все традиционно. Там, если посмотреть по деталькам, да, там обязательно будет цоколек. Обращали внимание? Ну, Он может быть пониже, может быть повыше, но он скорее на обязательно балкончики есть. какие-то обратила внимание. И, конечно, Основание никаких обязательно. горизонталей я Ну, там не почувствовала. я тоже там был, да, я тоже все это смотрел внимательно. Да. Это хорошая архитектура, да, спокойная, может быть, никакая, да, но очень уютная, очень как правильная. обычно, Именно да, потому, что традиционная, она ни на что не соответствует претендует, да. всем правилам. Мгм. Что даже там, если фасадик кирпичненький, да, то на окошках либо перемычка аккуратно выложена, либо поменяли кладку, да, и наличник кирпичом, либо штукатурочкой сделали. Да, надо делать мелочи, да, они все равно там есть, скорее всего. Как-то фронтончик обозначен, да, или еще Не, ну что-то. Ну, вот фронтончик это уже не горизонталь все-таки. Это все-таки такая, как бы, другого плана сталь. Вот я просто... ну, нужно брать конкретный пример, да, и я вам его, в общем, разложу. В данном случае как раз очень логично. То, что дом одноэтажный, кстати, очень многие любят одноэтажные дома. Не все любят лазить наверх. Никто не любит, просто не все могут себе позволить. Не все могут себе позволить, да. Либо участок ограниченный, либо бюджет, Да, потому да. что, естественно, такая стройка, она дороже, чем двухэтажный дом. Ну да. Стоимость фундамента, стоимость кровли. Плюс общая площадь поверхности системы. Ну да. Вот, но тем не менее в этом есть какая-то определенная логика, что И вот удобство, эта и кайф, да. распластанность по земле, да, это и Хозяин может удобство. попасть к себе в спальню, да, не проходя, не знаю, через главный вход, там, или выйти, не знаю, из бани пойти в барбекюшницу. Понятно. А наверху там тоже расположены, по-моему, какие террасы, я смотрю. да? Наверху, да, там эксплуатируемая кровля. Там очень уютно, фотография есть. Да, а как вы относительно своего собственного творчества все-таки этот дом оцениваете? Вы позиционируете его как бы для себя, может быть, как? Не знаю. Какой-то вехой нет. Наверное, нет. Ну, то есть как такой вот Ну, продолжение, не логичное знаю, продолжение. тех же да? исследований Да. композиционные. Да, вот, наверное, после него у меня возникло очень большое желание вообще отказаться от отделочных материалов. Фасад, да, и как бы я все пытаюсь уйти в такую белую чистую архитектуру. Не всегда получается, достаточно редко. А что значит Ну, совсем мне белую, хочется. такую штукатурную белую или какую? Те же объемы, да, они очень хорошо играют без цвета вообще. Да, просто вот уйти в монохром. Мгм. Ну, то есть вот я уже наелся этих сочетаний. Дерево, сланчик, кирпичик, Мгм. известнячок, дерево, лиственничка. Добавили медяшечки. Ну, хорошо, добавили кирпичик, отлично.
честно говоря, уже немножко подустал. Мгм. А хочется, чтобы было прям вот Чистый, черно-белое чистый, такое да. все. Или черный, или белый. Черное или белое. И в В штукатурке. монохром. А или- какая разница? Неважно, да? Можно и деревянную. Можно деревья. Ну, деревянный-то логично, в принципе, все-таки. Ну и штукатурка тоже логично. Почему нет? Ну вот даже в этом доме, да, здесь пластики хватает на то, чтобы он был абсолютно белым. Более того, может быть, он бы и выиграл от этого. Если бы здесь не было цвета, да, он, может быть, не был бы таким уютным. Согласен, да, абсолютно. Но то, что он выиграл бы в плане композиционном, да, это было бы гораздо более ценным сооружением. Но опять же, это вот потребность архитектора. Ну да. Но я же дом не для себя ставлю. Ну да. Поэтому я учитываю то, что нужно хозяину. Я выполняю социальный заказ. Ну да. Ну, нет, это правильно, это меня ни в коем случае там, не обижает, не унижает. Ну, никак. Нет, абсолютно. То есть я получаю удовольствие от работы.